Всем привет, да, я дурак. Ты только сейчас что ли понял? Уйди, я видео записываю. Закрой дверь. Это игровая видеокарта AMD RX 6500 XT. Это реально хорошая игровая видеокарта, которую можно и нужно покупать, особенно сейчас в это нелегкое время. На Авито цена этой видеокарты сейчас 30-35, иногда 40 тысяч рублей. 1066 гигабайт стоит примерно тех же самых денег. Не вздумайте покупать сейчас 1066 гигабайт. В этом видео я объясню и докажу свою точку зрения. Да, я знаю, я раньше говорил, что это просто кусок кала и так далее, но людям свойственно ошибаться. Да, я так же, как и вы, смотрел тесты других блогеров, таблички там и так далее. Непонятно тем, чем сделаны. Пока я сам не взял ее в руки и не протестил, я реально думал, что это просто кусок говна, и всем так говорил. Еще, товарищи, YouTube скоро закроют, это уже точно, поэтому, пожалуйста, подпишитесь на мой телеграм-канал и на группу ВКонтакте. И там еще другие соцсети будут, ссылка будет в закрепленном комменте и в описании. Спасибо. Устраивайтесь поудобнее и поехали. RX 6500 XT, как я уже говорил, от компании Power Color версии Fighter. Нас встречают две медные тепловые трубки, полное отсутствие напрочь бэкплейта, один разъем питания 6 пин и самое печальное, это всего два видеовыхода. DisplayPort и HDMI порт. Вертушки малюпусенькие, но карта не шумная, где-то недельку ей пользуюсь, все нормально. А вот старушка 1066 гигабайт, вы ее уже видели в моем предыдущем ролике, где я сравнивал 3050 с вот этой вот 1060. Чекайте подсказку справа вверху и ссылку в комментах. Главное, что вам необходимо знать по этой карте, чтобы потом не удивлялись, она была куплена в 2018 году и с того момента ни разу не обслуживалась. Работала в игровом ПК моего братана. AMD недавно анонсировала Fidelity FX Super Resolution версии 2.0, что делает фидельку еще больше похожей на NVIDIA DLSS. Кто не знает, Fidelity FX это технология пространственного масштабирования, которая в идеальном мире должна давать нам прибавку в игровой производительности, при этом никак не ухудшая картинку. Но это в идеальном мире. По факту, смотрите на экран. Сейчас Fidelity FX стоит в режиме максимальное качество. Да, FPS становится выше, но картинка при этом более шакальной. Если смотреть на змея, то он кажется более четким. Это благодаря эффекту шарпанинга. По-простому, на картинку накидывается фильтр в виде зернистости. Вообще он нужен, чтобы скрыть более низкое разрешение некоторых объектов и вследствие чего замыливание текстур. Большие объекты, которые у вас перед глазами, будь то главный герой или змей, Fidelity FX должен оставлять в нативном разрешении. А вот более незначительные объекты, такие, к примеру, как лестница посередине, Fidelity FX обстелит. Если по-простому, понижает их разрешение, чтобы мы получили прибавку в FPS. И как я уже говорил, накидывает сверху шарпанинг, чтобы мыло не так бросалось в глаза. Пока что Fidelity FX очень сильно отстает от DLSS, а преимущество у Fidelity FX есть. Его можно использовать почти на любой видеокарте, даже на зеленой, хоть на GT 1030, и Fidelity FX гораздо легче интегрировать в игры самим разработчикам. Надеюсь, было интересно. Идем дальше. А если вам интересен конфиг тестового стенда, посмотрите его в описании к этому ролику. Там будет все подробно написано. Кстати, еще имеем в виду, что у RX 6500 XT 4 гигабайта видеопамяти, но это понятно, и у ней 4 линии PCI-Express вместо 16, как у обычной нормальной видеокарты. И поддерживает она режим PCI-Express 4.0. Ну, не просто так поддерживает, а нормальную производительность она будет выдавать только в режиме PCI-Express 4.0. В этом ролике мы поглядим, так оно или нет, в разных режимах ее потестим и посмотрим, мешает ей это и либо не очень. Поехали. А теперь, хейтеры малютки 6500 XT, внимание на экран. Ведьмак 3. Прекрасный бенчмарк даже в 22 веке. Отличный вариант для того, чтобы оценить сухую производительность видеокарты. Плюсом данной игры отнесем еще то, что игра редко когда съедает более 3 гигабайт видеопамяти. RX 6500 XT, как мы уже знаем, имеет 4 гигабайта видеопамяти, и выход за пределы этих 4 гигабайт нам может
может сулить просадку в производительности. Но в конце ролика я скажу пару слов на этот счет. Не все так однозначно, как кажется. Разница между 6500 XT и 1066 гигабайт 20 кадров. А в цене разницы практически нету. Из-за клятых майнеров 6-гиговая 6-летняя 1060 обходится те же 30-35 тысяч рублей. Вчера, кстати, два человека из нашей конфы купили новенькие 6500 XT прямо в ДНС на сайте за 30 тысяч рублей. Словили баг с ценой, я, к сожалению, не успел. Кстати, 6500 XT мало того, что более производительная, она по совместительству более холодная и энергоэффективная относительно 1066 гигабайт. Но это все было в режиме PCI-Express 4.0. А что будет в 3.0? Вы удивитесь. Теперь на экране 6500 XT в режиме PCI-Express 3.0 и 4.0. Разницу можно найти только под микроскопом. Очевидно, что не все игры зависимы от шины. Чуть позже покажу игру, где разница куда больше. В такие игры, как Ведьмак, можно спокойно играть в режиме PCI-Express 3.0 и все будет шикарно. А если вы думали, что дело было в игре и это просто Ведьмак 3 настолько хорошо работает на 6500 XT, то вы ошибались. В Форзе 5 разница куда больше, чуть ли не в 2 раза. 6500 XT опережает 1066 гигабайт. И это, друзья, не ошибка. Я так же, как и вы, смотрел других блогеров и думал, что 6500 XT это просто кусок какахи, которая ни на что не способна. Да вот только стоило мне самому лично взять в руки эту видеокарту, поставить ее на нормальное железо с обновленной операционной системой, с последними драйверами и протестить на лицензионных играх, на версиях не от Джека Воробья, как у некоторых, и все перевернулось с ног на голову. 6500 XT на данный момент нереальная имба, которая будет предпочтительнее даже RX 580. Особенно если у вас есть поддержка PCI-Express 4.0. Кстати, об этом. Теперь посмотрим, какая в этой игре будет разница с PCI-Express 3.0. Поехали. И как мы видим, разница уже более ощутимая. Тут PCI-Express 4.0 дает ощутимое преимущество, местами более чем 10 кадров, что нельзя списать на обыкновенную погрешность. Если вы так же, как и я, в шоке от увиденного, влепите ваш царский лайк прямо сейчас и напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Это явно поможет продвижению данного ролика. Но все это время мы смотрели игры без загруженной под завязку видеопамяти. Напомним, что у RX 6500 XT всего лишь 4 гигабайта видеопамяти, тогда как у ее конкурента в сегодняшнем ролике 6 гигабайт GDDR5 памяти. Сейчас мы попробуем загрузить под завязку всю видеопамять у RX 6500 XT, чтобы посмотреть, как она на это отреагирует. Погнали! На экране Киберпанк, средние настройки, лучи выключены. Видеопамять у RX 6500 XT загружена полностью, а вот у 1060 даже запас около 1,5 гигабайт имеется. Но это ей нисколько не помогает. 6500 XT также с большим отрывом опережает старушку 1060. Особо внимательные заметили, что игра без проблем использует оперативную память как альтернативу видеопамяти. Разница более чем в 2 гигабайта. И как мы видим, жестких фризов у нас также нет. Все достаточно играбельно. Возможно, это потому, что в системе используется новенькая DDR5 память. И на старых системах с DDR3 и либо DDR4 картина была бы совершенно другой. Но этого мы сегодня не узнаем. Также хочу от себя кое-что добавить. Я уже давно, в принципе, пользуюсь этой видеокартой, и я заметил не только на этой видеокарте, а в принципе на радионовских видеокартах input lag просто безупречный. Да, тут всего лишь 4 PCI линии.
4 линии, но это нисколько и никак не влияет на input lag. Даже те же 40 FPS на 6500 XT и 40 FPS на 1066 гигабайт ощущаются по плавности совершенно по-другому. Возможно, дело в кэше, который в принципе также присутствует у красной 6500 XT видеокарты. Может быть в этом, может из-за включенного resize бара либо Smart Access Memory. Не знаю, но факт налицо. Если вы киберкотлета, берите 6500 XT, в CS и будет вот такой вот input lag. В режиме PCI Express 3.0 в Киберпанке также ощутимая просадка. Но даже в режиме PCI Express 3.0 6500 XT уверенно обходит 1066 гигабайт даже с упором в видеопамять. Во время тестирования знаете, что я заметил? Крайне тяжело загрузить видеопамять на видеокартах такого уровня выше 4 гигабайт. Нужно подбирать просто нереальные настройки, на которых вы играть не будете. Соответственно, пока что для Full HD 4 гигабайта видеокартам такого уровня достаточно. Имеем это в виду. Но и это еще не все. А вы знали, что 6500 XT поддерживает трассировку лучей в 5 FPS? Ну, может, в 6. Ладно, не будем больше об этом. Как мы видим, 6500 XT крайне недооцененная видеокарта, захейченная всякими лысыми недоблогерами и хреново протещена всякими мамкиными тестировщиками. Сегодня мы в этом убедились. Кстати, у меня есть крутой ролик про RX 6600 XT против 3060 12 гигабайт. Сейчас появится вот такая здоровенная подсказка, тыкни на нее, не пожалеешь. Ролик классный получился. Следующий ролик будет про i3 12100F, классный, кстати, процессор. Будем в нем сборку делать. Протестим его с разными видеокартами, поглядим, на что он способен. Подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить этот ролик, и всем пока.